какой? Подожди, я растерялась. Ну, вспоминай. Каждый человек пытается надеть маску. Стараемся не переделывать человека. Какая же мне половинка нужна, да? Друзья, всем привет! Привет. Прошлое видео, в котором мы рассказывали про то, как нужно ценить своих близких, очень классно зашло. Людям очень понравилось. Мы получили много интересных и хороших комментариев. И вы сказали то, что вам очень понравилось формат ведения интервью у нас двоих. Поэтому этот формат мы продолжаем. И сегодня хотим рассмотреть очень интересную тему, которая будет называться «Как найти свою вторую половинку». И жить с ней долго-долго. Этот насущный вопрос интересует всех. И сегодня вот Юля хочет рассказать и поведать вам свои секреты. Как же все-таки найти этого человека? У меня нет секретов, но я хотела бы поделиться с вами некоторыми, может быть, советами, потому что смотрела тоже в свое время много разных видео, интересных книжек и так далее. Так что, если вам будет интересно, потом можем вам еще их и скинуть. Да, в следующем видео уже расскажем про специальные книги. Но вот такая тема, можно сказать, широкая, но всем людям, я думаю, хочется найти свою половинку. И это не всегда просто, всегда какие-то мысли, какие-то, может быть, опасения, страхи. И это только может... Вот, к нам третья половинка пришла. И это только может вам помочь просто понять себя, понять, куда вы двигаетесь, что вы хотите, и все само к вам придет. Ну, давай ближе к делу. Да, давай. Ну, первый вопрос, который вы должны себе задать, да, некоторые люди, вот, можно сказать, прям активно в поиске, да, ищут свою половинку и так далее, и у них не получается, они как-то расстраиваются, встречают каких-то людей, но которые им не подходят. Это все, в принципе, исходит из самого себя, да. Изначально вам надо понять свою, можно сказать, внутреннюю сущность, да, какие вы сами, что вы хотите от второй половинки. Чуть-чуть это получается как прям, можно сказать, машинальная такая работа над собой, но она вам приведет реально то, что вы хотите. Потому что просто так вещи не случаются, и люди не встречаются. Все со смыслом у вас происходит, в принципе, в жизни. Ну, то есть ты хочешь сказать, что нужно себя изначально запрограммировать как-то, да, или как это происходит? Нет, не запрограммировать, а себя досконально узнать. Например, вы молодая девушка, да? У вас вокруг все друзья там по парам, может быть, вы не понимаете, почему вы свою пару не можете найти. Это может быть одна ситуация. Вторая ситуация может быть вам за 30 или за 40, вы уже были в разных отношениях, но у вас тоже что-то не складывается, и вы опять же задаете себе вопросом, почему, и так далее. Да? Есть много разных вариантов, и невозможно сказать, что там бывает только так и не иначе. Это очень важно понять, что у каждого судьба своя, и свои какие-то сложности будут, но их надо решать и понимать, что это не навсегда. Сложности всегда проходят. Их надо просто преодолеть и переждать, если уж слишком большие сложности. Вот. А что я хотела вообще сказать? Например, да, я ищу свою вторую половинку. Я должна понять свой характер, да, сначала, да. Я вот такая открытая, можно сказать, жизнерадостная. Я вот сейчас, например, просто говорю какие-то... Вот это сейчас про себя или просто... Какие-то факты. Открытая, я очень веселая. жизнерадостная. Нет, ну вот, например, какая же мне половинка нужна, да? Нужен ли мне какой-то скрытый человек, спокойный, более веселый, там, я не знаю, который любит путешествовать или не любит. Это все связано с вами, потому что если вы, например, вообще не любите жару, мужчина ваш будет любить и путешествовать, теплые места, в один прекрасный момент это будет как накал страстей, и, в принципе, из-за ничего важного у вас могут быть ссоры и проблемы. Не, ну сразу главный вопрос тогда возникает, а как ты в начале отношений можешь узнать
Ну хорошо, вот тебе понравился молодой человек, ты начала с ним встречаться, вы сходили в кафешку, один, второй, третий раз, там остались друг у друга переночевать, вроде бы все хорошо. Ты же сразу не можешь понять, что он любит жару, он тебе всего наплетет, лишь бы в койку затащить, по сути. Ну да, вы такие, они такие. Все наплетешь, я все люблю, туда-сюда, а потом приходит как раз-таки суп с котом. Заканчивается цветочно-букетный период, и что у нас начинается? Жопушка. Ну да. А почему она происходит? Видите, как красиво мужчина рассуждает, но он правильно все говорит. Это не всегда, конечно, все получается, но давайте поэтапно, да. Первое, что вам надо сделать, чтобы найти свою вторую половинку, как ты говоришь, да, может быть, у вас будет, можно сказать, пару вариантов, некоторые не подойдут, некоторые подойдут, но когда вы ее найдете, вы это почувствуете, потому что изначально вы сделаете себе установку, да, прямо советую взять лист бумаги, да, написать критерии, прям как выбор машины, да, критерии. Я хочу, например, себе жеребца, голубоглазого или там зеленоглазого человека. Хочу, чтобы он был примерно таким ростом, там курил, не курил, пил, не пил, чтобы с ним было весело, или чтобы он просто меня любил. И вы уже по этому списку поймете, что вам нужно. Некоторым женщинам нужно просто человек, который, мужчина желательно, не женщина с женщиной. Ну, вот так тоже можно, но лучше... Ну, в Европе это на каждом шагу. Но лучше по-другому. Вот, и в этом листе будет понятно, вам нужен человек, который вас будет просто поощрять, любить, и вы будете в его жизни главной, и это то, что вам нужно, например, да. Или некоторым женщинам наоборот, нужно опору, да, нужно, чтобы мужчина всем занимался, а они, например, просто его любили. И вот это вот самый главный момент, да, чтобы понять, что тебе нужно. Когда ты уже понял, ты, как говоришь, встретишь человека, но ты уже поймешь, может ли он тебя любить, или ты больше его любишь. И тебе это нравится, или тебе больше все-таки нравилось, когда тебя больше любили. Так что это вот как само собой потом будет понятно. Но сразу, конечно, невозможно увидеть человека и сказать: ой, это он. Но тогда сразу второй вопрос: а как ты предлагаешь знакомиться? То есть, смотри, в принципе, все женщины всегда ждут, чтобы к ним подошли. Да, ну сейчас мужчины такие стали, кто-то переживает, кто-то стесняется, да. Вот, ты бы хотела, чтобы все-таки к тебе подходили мужчины, ну, как со стороны женщины, да? К тебе подходили мужчины и тебя завоевывали, или женщине тоже можно иногда сделать первый шаг? Потому что, смотри, много женщин одиноких, а они все что-то ждут принца на белом коне. А почему они сами первый шаг не сделают? Ну вот есть же у нее коллега на работе, который ей нравится, он свободный, он красивый, он там за ней вроде бы ухаживает, а она вот боится сказать его. Почему? У нее страхи, потому что она думает, что ой, он не откажет, зачем я ему нужна. А эти страхи, значит что? Что вам больше все равно, этой женщине, которая, например, в этой ситуации, что ей нужен человек, который ее просто... будет огораживать, все делать для нее, потому что она, по сущности, может быть, чуть-чуть всего боится, да, и неуверенная в себе. Ей нужен мужчина, который ей покажет, что она уверенная в себе. Но это вот просто так он, может быть, не подойдет, да, значит, иногда надо переступать эти границы, но... не заходя за свою грань, да, иногда, может быть, вы так добьетесь человека, да, так сделайте все, чтобы человек к вам подошел, а в итоге поймете, что разочаруетесь, да, и поймете, что это не мой человек, оказывается. Потом придется вам его отшивать, потому что вы поймете, что это просто было в данной ситуации даже смешно получится. Угу. И вернемся вот к пункту составление вот этого, можно сказать, листа, да, очень важно, прям прописать все досконально, чем больше деталей, тем лучше, потому что мир так устроен, да, что вы этим пошлете, можно сказать, письмо вверх, да, кому-то тому, который
руководит всем, да, я не говорю про Господа Бога, просто это реально так, что энергия существует какая-то, да, если вы о чем-то думаете, часто, наверное, у вас тоже так бывает, подумали там о друге, вдруг он позвонил, и то же самое и здесь происходит, и после этого, в принципе, само собой, вещи какие-то будут происходить, да, вы даже, может быть, это не заметите, не то, что там вы напишете это письмо, и завтра же вы встретите свою половинку, нет, так не бывает, может быть и бывает, но это редкость. Обычно вы даже, может быть, изначально этого не поймете, да, например, это будет просто какой-то, или как подарок судьбы. Подарок судьбы, или вдруг друг, которым вы уже давно знакомы, вам понравится, да, потому что вы наконец-то напишите то, что вам надо, и заметите сами даже, что, оказывается, у него есть все, что тебе нравится, да, например. Вот, ну, и после этого вызова Вселенной, можно сказать так, да, вам помогут просто какие-то высшие силы, и вы можете, не боясь, просто жить дальше, да, а не зацикливаться, потому что есть такие тоже женщины и даже мужчины, вот, я ищу свою половинку, они там пишут повсюду это в Инстаграм, там в разные соцсети, и это немножко иногда страшит второго человека, да, слишком вот такое вот навязывание, или что женщины думают, что они сейчас покажут, что им что-то хочется, а это мужчинам, например, не нравится некоторым. Так что будьте просто сами собой, и не надо слишком сильно переигрывать, потому что потом, когда закончится цветочно-конфетный период, все равно вы от этого уже устанете и станете сама собой, и получится, что или возникнут проблемы, или не знаю чего. Ну да, вот от себя хочу добавить, что не играйте роль в начале отношений. Это вот, мне кажется, самая большая ошибка и самое большое заблуждение, что каждый человек пытается надеть маску, и он старается быть таким хорошим, прилежным, там все. Бритым, а в итоге, да, потом в он не итоге бреется. А я вот как изначально не брился, так и не бреюсь. Носки бросал Так и бросаю. под диваном, так и бросаю. Но это мы утрируем, конечно. Нет, совсем Ну нет. да, на самом деле не утрируем. Вот, но вторая половинка, она должна с этим мириться. И у нас, конечно, тоже бывают сложности, да, и бывает, когда закончился цветочно-букетный период, конечно, были какие-то у нас нюансы, сложности, именно по бытовому начались, да, мы начали там выяснять, кто посуду помоет, кто не помоет. Это, конечно, у всех проходит, но я считаю, что в этом случае нужно просто отдаться потоку вот этому, да, жизни. Вот, потому что, как ты сказал, перфектных, или как по-русски сказать, превосходных отношений не бывает. Это все же говорят, и это реально так, над отношениями нужно работать, да. Это, конечно, звучит не секси, но не так все сложно. По сути, просто в плане работы имеется в виду, что вы должны работать над собой и работать над своими желаниями и пониманием другого человека, потому что другой человек, он совсем другой, у него другие понимания, ожидания, желания, так что просто надо вот это вот самое главное, наверное, понять, что у каждого желания свои, себя не менять, его не стараться менять, потому что это бесполезно. Это может сработать полгода, а потом он просто уйдет к другой, и вы не будете понимать, почему. А потому что просто, например, вы его делали другим или старались подстраиваться, а он это чувствовал, что вы, в принципе, какая-то, не такая, да? И это все сойдет на нет. Так что да, другая любовница будет его любить, поддерживать, не критиковать, не нервничать. Нет, да. И он сразу к ней уйдет, потому что он почувствует, что там реально круче. Ну вот. Так что не надо пилить своих мужчин, девчата. Нет. Парни, а вы не пилите своих девчат. Он имеет в виду не пилить, пытаться переделать и пытаться подстроить под себя. Да, в принципе, это нормально тебя видно. Ты все на себя, да на себя камеру. Не, я показываю. Ну ладно, но не слишком близко, зубы мои некрасивые. Вот, дальше. Короче, еще самый важный пункт. Самый важный пункт. Какой? Подожди, я растерялась. Вспоминай. Какой? Подожди, я растерялась. Вспоминай.
Короче, Юля немного зависла. Друзья, если вам нравится этот формат, поставьте прямо сейчас, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Я просто пользуюсь паузой, пока ты думай. Пока. Вот, я говорю, поставьте лайк обязательно Юле за ее старания. Она очень много тоже информации по этому поводу пересмотрела, готовилась. Ну и вообще как бы всю жизнь свою к этому шла, к этому интервью. Вот. Так что поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик обязательно. Ну а мы продолжаем дальше. Да, и главное, говорю, самое главное, если что-то не получается или не склеивается, потому что это не как в фильмах, или даже, можно сказать, как в фильмах, потому что в фильмах тоже показано, в принципе, что сначала там практически во всех любовных историях, да, сначала все хорошо, потом трудности, потом опять все хорошо. Так что в жизни, в принципе, то же самое. Самое главное – это не расстраиваться, потому что какой бы никакой опыт, он всегда будет ваш. И вы его никогда не забудете. И, например, в одних отношениях вы будете себя так вести, и вас это приведет к тому, что вы что-то осознаете, и в следующих отношениях у вас уже будет не будет или этой ошибки, или наоборот будет лучше, потому что вы поймете, что вам нужно что-то другое. Это очень такая, можно сказать, банальная вещь, но не расстраивайтесь каких-то негативных проблем, эмоций. Это как горка. Если у вас есть что-то негативное, по сути, потом будет только позитивное. Потом опять может спуститься. Но это американские горки. И это в дальнейшем будет приносить свои плоды. Просто не расстраивайтесь. Ну вот тебе цветочек. Спасибо. Ну все, в принципе, это все, что мы хотели вам сказать. Я думаю, давай тогда подведем итог прямо сейчас по пальчикам. Да? То есть первое, что ты сказала. Первое, значит, мы составляем портрет предполагаемого будущего любимого человека половинки. Второе, когда мы вступаем в отношения и у нас начинается цветочно-букетный период, мы стараемся не надевать маски и остаемся с собой. Это вот самое главное. Да. Не играем роль, потому что потом будет обидно. Третье, когда у вас идут уже отношения и начинается бытовуха, то обязательно стараемся не переделывать человека и не подгребать его под себя, а живем. Стараться его понимать. Стараемся его понимать и оставлять его таким, как есть. И четвертое, если уж что-то в вашей жизни случилось, плохое, нехорошее, значит, это просто не ваш человек, и у вас будет еще более интересный и крутой подъем. Потом, может быть, опять будет спуск, но если будет подъем, то он будет гораздо интереснее, лучше, круче и эффективнее. Да, вот, все, друзья. Мы надеемся, что вам это видео понравилось. Нам очень понравилось делиться с вами. И до новых встреч. Если что, подписывайтесь на Ванин канал, потому что он очень крут. И давайте, пока-пока. Да, все, всем девчатам ударим такой цветочек. Какой-то завядший. Мой лучше. Берите мой. Да, но обе дарим. Обе цветка. Пока. Все, всем пока-пока. Удачи и хорошего настроения. Всем добра. Так что видите, друзья, главное человека не переделывать. Так что давай. Все, я нежно.